А сделай обзор на Геншин. Ну сделай обзор на Геншин. Ну чего тебе стоит, сделай. А с меня лапша. Ладно, давай его сюда. Товарищи, здравствуйте, с вами снова я, Дмитрий Резнов, и это новый расстрельный список. Давайте сначала расставим все точки над нужным спектром моего мнения. Я изначально не хотел в нее играть, но раз мои любимые подписчики этого хотят, целых 2 человека, то почему бы и нет, вдруг мне понравится. И я всю жизнь зря ее избегал. Ну а если же нет, то я больше никогда в жизни не буду браться за данные авантюры. Вообще, я никогда не хейтил и не презирал людей, что молятся и возвышают свою субкультуру, поскольку что геймеры, что фанаты той или иной вселенной, например ЗВ, кстати, спасибо Диснею, что вы над ней надругались, тоже люди, что имеют свои интересы и хобби. И я очень рад, что каждый человек нашел себя чем занять, а не как мы бегали по гаражам и убивались. Поэтому все, что будет сказано, не берите близко к сердцу, и если нравится в нее играть, то играйте на здоровье. Ну что же, начнем с немножко ненужной информации для стандартного геймера. Genshin Impact вышел в 2020 году на такие платформы, как Windows, Android, PlayStation 5, PlayStation 4, iOS. Я теперь не удивлен, почему она настолько стала популярной. И выпущена компанией Huyoshi. Это китайская студия, занимающаяся разработкой компьютерных игр. Основана она в 2012 году 3 студентами из Шанхайского университета транспорта. В настоящее время работают там 5000 человек. А дальше я не буду читать, поскольку и это вам было неинтересно слушать. Мы же все собрались для обзора самой игры. Поэтому заходим в поисковик, переходим на официальный сайт, регистрируемся, откуда мы скачиваем основную игру, которая весит под 60 гигабайт, что на 2024 год уже стандартный показатель для видеоигр. Но не для телефонов же. У некоторых до сих пор объем памяти 64 гигабайта. И им, чтобы в нее поиграть, потребуется не только стереть все, но еще и сами системные файлы удалить. Ну что же, запускаем игру. Ждем, потом ждем дополнительную закачку, потом ждем, снова ждем. О, заходим в настройки и ставим ультра. И начинается все с того, что мы деремся с какой-то чуихой. И в процессе спаривания нам дают на выбор 2 героев. Либо девушку, или мужчину. Да, как-то нетолерантно в 2024 году, товарищи китайцы. У вас что, до сих пор 2 гендера только? А вот у нас их... После выбора персонажей выбираем, как его назовем. В моем случае будет девушка Баба Пу. И смотрим дальше сражение века, где героически тонет в квадратиках наш напарник. Ох, как же жалко тебя. Такой персонаж был, как мы без тебя теперь? Ну что же, начинаем обучение. Очухиваемся, пиликаем с какой-то лоли девочкой и следуем за ней. Лазаем по камню, как Человек-паук. Смотрим на негусто заселенную равнину. И о боже мой, да сколько ты уже будешь трещать, у меня даже голова заболела. Плывем к камню и получаем свою первую стихию. Их будет до хрена, целых несколько. И отправляемся в город. Ладно, шучу. Шуруем кликать по первым противникам, и это слизни. Ну, в принципе, вы на этом моменте и можете оценить всю боевку и разлетающиеся разные циферки. И решить, надо это вам или нет. Видим хрень на небе, узнаем, кто пытается с ней войти в контакт, как аватар с экраном, и идем дальше пинать несчастных NPC. Дальше с увеличением уровней они будут вас пинать. По пути встречаемся еще с одной девахой, где та, в свою очередь, предлагает нам сварганить суп. Я даже дома не так запариваюсь, как она. Просто заливаем воду в кастрюлю, ждем закипания, ставим макароны, через 10 минут выключаем. Ну или как я, просто заливаем лапшу в кипяток и ждем несколько минут. Наконец-то на своих босоножках добираемся до города и снова муторно пиликаем с персонажами. Эти касцены будут преследовать вас везде. Максимум, что будет здесь меняться, это локации и длина диалогов. Интересно это? Возможно, для тех, кому не лень их читать и бесконечно слушать, да, но мне нет. Берем задание и видим, как эта кракозябра ломает наш городок своими цунами. Расстреливаем ее своей магией и прилетаем назад. О, еще один новый персонаж, только уже с повязкой на глазу. Видно, он выбрал вилкой в глаз. Снова диалоги, где появились целых несколько разных ответов, которые в подавляющем числе случаев ни на что не влияют. И боже мой, их с каждой касцены все больше и больше. Получаем от красножопой задание проникнуть в древний храм, расстреливаем персонажей 4 уровня и решаем несложную головоломку. Переключаемся между 2 персонажами, как это было в одной недавно обозреваемой мною игре Family Guy The... Ладно, мы не будем о ней вспоминать. Говняшка та еще. Пролетаем над облачками. Какие облачка. Фишка этой героини, если вы глазастые, заключается в огне. А еще есть для боя несколько обилок, нажимающихся на дополнительные кнопки. Они, в общем, есть у всех, поэтому заострять внимание не будем. Проходим развалины, под конец культурно разговариваем с ней и идем к нашему снежному человеку. Назовем ее Одноглазенок. Бьем NPC, бьем ловушки, бьем слизни из Майнкрафта и все с ним. Не знаю почему, но с этим челом было гораздо интереснее играть, чем с последующими персонажами. Особенно, когда играешь летом под плюс 30 и о прохладе остается только мечтать. Дальше при диалоге вводят еще одного красножопого и идем выполнять снова задание и опять знакомство с персонажем. Данная тянка умеет стрелять молниями. Ножки
сундуки. Снова бьем NPC, проходим несложный платформинг и открываем сундук. Мне начинает казаться, что я сошел с ума и из раза в раз выполняю одно и то же действие. После выполнения всех квестов тучи испаряются и людишкам становится чуточку комфортнее жить в этой бесконечной ММО. Опять разговариваем с новым персонажем, потом снова базарим, но уже с другим. Немного проходим по локации и слушаем уже не разговоры, а легенду про дракона и начинаем наконец-то геймплей. Чё, поверили? Разумеется, снова разговариваем. Получаем новый уровень, зачем-то опять разговариваем и идем, чтобы дальше разговаривать. Я, по всей видимости, играю не в ММО, а в какой-то симулятор разговоров со всеми. Кстати, немножко скажу о своих познаниях по аниме, а то вы подумаете, что я вообще не шарю по вашему фандому. Я смотрел Атака Титанов, Иная, Убийца Гоблинов, Тетрадь Смерти, Рыбка-бананка, хиты от Хидео Миядзаки, Школа строгого режима. В общем, еще 40 хитов наберется, поэтому я наполовину свой. В общем, геймплей. Стреляем по сфере и... Ладно, мне все это надоело. Уже уши вянут от бесконечных разговоров, поэтому пойдем путешествовать по открытому миру после пролога. А там можно ходить по очень огромной карте и выполнять задания, принеси, подай и так далее. Иногда, конечно, встречаются интересные задания, но это такая редкость. Сюжетом балуемся, но чем больше играешь, тем меньше его будут вам подавать. Как говорится, в день по чайной ложечке. Прокачиваем ранг, прокачиваем шмотки, прокачиваем предметы, прокачиваем мобилки, прокачиваем персонажей. Писец, тут персонажи стоят по 3К реальных рублей или 100 часов реального времени фарма. Коротко об искусственном интеллекте противника. Я их расстреливаю, а им пух, они идут на пролом. Нет бы пойти обоим в разные стороны и тем самым заставлять меня максимально маневрировать. Нет, зачем это надо? Лучше просто идти строем прямо на стрелы. Мне нужно моба 19 уровня стукнуть 67 раз, а им меня целый один. Баланс. Пройти не могу, потому что, видите ли, у меня ранг очень маленький. Извольте, господин, качаться. Где-то я это уже видел. Точно, в Ассасине. Из-за чего последующие игры серии, начиная с Origins, дропнуло огромное количество геймеров. И я в это играю всего лишь за тарелочку лапши. Ну что же, досрочно заканчиваем сюжет. Там ничего вы интересного не пропустите. Это вам не RDR 2. Для нее извольте понизить планку раз в 20 хотя бы. Заканчиваем первый регион и выходим в следующий. И вот отсюда появляются моменты, из-за которых вы бросите игру в мусорку. А если вы распечатаете ее на принтере, то и в помойку. Поскольку нужно каждый божий день сидеть и задротить по несколько часов, лишь бы получить шанс выбить оружие, персонажей или немного полутаться и пофармить монет. Но с каждой локацией мобы становятся все сильнее и сильнее, из-за чего бои длятся из нескольких секунд по несколько минут. И все это для видимости, что игра длинная, поскольку вы постоянно бомж и вынуждены из раза в раз фармить и унижаться за ту или иную возможность продвинуться дальше. Это же качание ранга, чтобы потом снова повторять это действие, чтобы потом... Правильно, опять повторять это действие. Вы можете сказать, что Warcraft такая же дрочильня, как и наш богоподобный анимешный мир с красивыми тяночками, на которых я испускаю соки. Ну, во-первых, я это не отрицаю, но, как по мне, в Вовке гораздо интереснее лично для меня. А во-вторых, тебе тяночек в реальной жизни мало? Да на каждого мужчину скоро будет приходиться хрен его знает сколько женщин. Поскольку в садике было больше девочек, в школе также и в колледже снова так же. Вдумайтесь, я учился в женском коллективе во время получения высшего образования и ничего не скатился до фапания на анимешные 2D спрайты. А так, как говорится, на вкус и цвет для каждого свой карандаш. Перейдем к итогам. Выводы. Что мы имеем по ней? Из плюсов в ней достаточно хорошая оптимизация, из-за чего и стала популярна она. Не настолько, конечно, как оптимизирована Counter-Strike или там другой популярный мультиплеерный проект, но и понимать надо, что там сравнительно небольшой мир, а тут полно персонажей, квестов и прочей ереси, чем можно заняться. Большое разнообразие активностей и есть что попрокачивать и пооткрывать. Также аккаунт можно привязать один раз, и из-за этого ее можно запустить на абсолютно всех актуальных устройствах, что большой плюс. Поиграл на компе, пошел играть на приставке, погамал там, пошел на учебу, и там уже на телефоне задротишь данную игру. Но из-за этого плюса идет огромная ахиллесова пята. Во-первых, там большое разнообразие всего, но это надо очень муторно прокачивать. Там есть персонажи, но их тоже надо выбивать, прокачивать и проходить сюжетные задания. Сам сюжет может зацепить только фанатов аниме, как и своеобразное повествование через заставки, где просто все стоят столбом и обсуждают что-либо. Огромное количество диалогов, которые не приведут начинающего геймера в восторг, особенно современного зумера, который скипает обучение и бежит все крошить на своем пути. Вам, наверное, кажется, что я предвзятый или еще что похуже. Но это не так, поскольку я это сужу через призму обычного геймера, которому только и подавай стрелялки, гонки или стратегии на крайняк. И из них огромное количество данное творение не заценит. Чисто из-за того, что нужно потратить несколько тысяч часов на выполнение квестов, изучение мира и, разумеется, прокачки и выбивания новых персонажей. Одним словом, эта игра создана для бесконечного лута ради лута. И для тех, у кого некуда девать личного времени, и они готовы убивать мне и по 1000, 3000, 5000, да хоть 10 тысяч часов. И да, такие люди есть, и они далеко не в меньшинстве. И опять же, я не осуждаю их. Это их дело. Но лично я бы за 5К часов прошел бы абсолютно всю классику и огромное количество новых игр, чем бесконечно лутаться. А вообще, что я распинаюсь перед вами? Сейчас поинтересуемся мнением у большинства.
большинства. Почему они удалили или не заходят в геншик? Нельзя перепройти сюжетные ивенты, потом награды за ранг приключения очень маленькие, даже на высоких рангах. Ну и отсутствие озвучки на дуб-квестах, это очень сильно ломает атмосферу. Короче, в игре две сюжетные линии есть. И вот одна из них, вторая, которая связана с Орденом Бездны, она пиздец растягивается. Ну, прям капец. Если ты там будешь проходить, по сути, ты поймешь, что я имею в виду. Я играла в Кеншин 2 года. За эти 2 года мне надоели большие диалоги, которые нельзя скипнуть полностью. И просто надоела игра. Ну вот как для меня вот основной минус — это большое количество диалогов. Я их скипаю, честно, я не могу столько читать. А так по атмосфере, по лору, персонажи классные. Ну, так все нормально. Вот только вот диалоги бесит. Все. Для меня главный минус — это геймплейные ограничения, то, что игра имеет механику резиновых персонажей, что ограничивает доступ к некоторым персонажам и влияет на этим самым на геймплей. Отсутствие PvP. Игра не имеет режима игры против других игроков, что может быть разочарование для тех, кто предпочитает соревновательный геймплей. Ну, главный минус игры — это гачи-крутки, однообразные ежедневки, порой очень сложная прокачка персонажей, вес игры и в целом оптимизация на некоторых устройствах, в основном на телефоны. Ну вот лично для меня главная проблема этой игры, что персонажи ходят почему-то в одних и тех же трусах, и их нельзя менять, что явно не идет на плюс. Товарищи, расстреливать не стоит. Пусть идет себе дорогой. И дальше засасывать несчастных анимешников в свои объятия. Я знаю, что огромное количество вам не рассказал, но у меня, к сожалению, нету столько времени, чтобы открыть весь контент. И поэтому, как вы, товарищи, думаете, почему огромное количество геймеров играет в нее? Почему вы забросили или наоборот наигрываете по несколько тысяч часов? Кто вас там привлекает? Буду рад это обсудить с вами в комментариях. А так, доколе, подписывайтесь на канал, ставьте там лайки, уведомления. А то хрен ли там до сих пор нету 100 гвардейцев. Для кого и стараюсь. И переходите в мой телеграм-канал, где будут анонсы новых видео. И возможность самим выбрать, что мне разобрать в следующий раз. Кстати, благодаря вашим просьбам и получилось данное нечто. И знаете, никакая игра не стоит вашей личной жизни.